Поехали. Так, по курятнику, да? У нас еще и Чанг есть, а у них Ямато. У них Варяг, Ушаков, Иксерис. У нас Дефендер, и Массачусетс есть. Так, полетели. Нужно... Угу. Я понял. Иди в баню. Чуть-чуть. Курятник, ты меня прикроешь? Нет? Не хочешь? Не хочет. Не хочет. Оп, вражеский курятник. Его надо убирать. Кровь из носу, ребят, кровь из носу, убираем его. Светит курятник. Наш курятник светит, это уже хорошо, понимаете? Это уже, блин, прям радость, прелесть. И надо этим пользоваться, ну. Что ж вы ждете-то в море погоды? Блин. Ну, зайдут, не. Оп, а эти взлетели, кстати. Блин. А я ему ПВО не забил. Эх! Эх! Что там у нас? Где он там ползает, я не понимаю. Куда он там лезет, там, я не пойму. Вам гопа. Ну, будем считать, что так написано, вот вам гопа, да. Хотя мы все прекрасно понимаем, что там написано. Отличный ник, я считаю. Таким ником надо играть на арте или на курятнике. Таким ником надо играть либо на арте, либо на курятнике просто, потому что это будет выражать все, как бы, отношение и вот это вот, как бы, всю суть происходящего. Ой, ну что? Итак, давайте тогда разбираться. Бой у нас занял сколько там? 2 минуты 11 секунд. Да, весь бой 2 минуты. Меньше, как меньше 3. 2 минуты, по сути. Весь бой прошел 2 минуты. И вот в этом весь и смысл, что с дальнобойным вооружением мы выкладываемся именно в самой первой фазе боя. То есть первый быстрый засвет, и сразу же с большой дистанции нужно реализоваться. У меня всего лишь варяг, то есть корабль, он, ну, не то чтобы, да, там, сверхъестественный какой-то. Но, посмотрите, за 2 минуты вот он 1 100 000, да и у лидера 1 200 000 всего лишь. Он быстро засветил. Быстро отработали это все. Сразу же полетели все ракеты, увидели приоритетную цель, отрабатывали Лолошу 1991 почему-то. Ну, может, он год выпуска свой вписал, я не знаю. Вот, то есть приоритетная цель хорошо. Нет приоритетной цели, все остальные отрабатываем все, что есть в доступе. Да, противник немножко что-то где-то там протупил. Ну, у них как бы на Ямате человек 30 уровня, понятно. Он за золото, наверное, первый корабль купил, к нему вопросов не возникает. Но 47, да еще на Ушакове, это как-то странно. 51-й, 53-й, это очень какая-то странная игра. Они почему-то полезли в этот пролив. Они в засвете. И, соответственно, они вот еще не понимают, что сейчас вот появился такой элемент боя, как дальний бой. За счет вот этих вот ВС-3, Дитерейнов, Х-90-х, сейчас появляется вот этот элемент дальнего боя. И нужно понимать две вещи. Первое, если вы сами собрались в дальний бой, вот как я сейчас собрал аппарат этот, вот ваша реализация. Первые там 2 минуты. Ну, может быть, 3 максимум. За это время вы максимально должны реализоваться, максимально нанести урона. То есть вам нужен быстрый засвет в начале и быстрая отработка. Если какой-то из элементов, например, карта, не позволит вам это сделать,
Или же противник поныкается сразу же. Ну, считайте, что, скорее всего, все будет довольно-таки плохо. Потому что дальше идет сближение, подходим друг к другу ближе, 3 километра на Х-90 отключаются, все, мы их пользовать не можем, у нас остается только вот это вот, остаются гранатометы наши и пушка. Но гранатометы тоже могут быть понерфлены дымом, только вот дым вдали где-то там вряд ли кто станет ставить. А если и поставит, то это его проблемы, потому что 10 секунд простоять где-то на респе в дымах, это мало тебе что даст, ты все равно остаешься на открытой воде. Но если эти дымы будут использоваться в ближнем бою, вот тут у вас могут возникнуть очень большие проблемы. Поэтому два простых правила, если вы играете в такой сборке. Первое — информация как можно быстрее. И второе — реализация как можно быстрее. Чем короче бой, тем лучше вы реализуетесь. Чем быстрее вы реализуетесь, тем, соответственно, эффект будет выше. Потому что в лейтгейме уже, когда там, не знаю, там 7-я минута боя идет, ну, скорее всего, это будет уже бой в упор, и там уже вы можете лишиться части вооружений и так далее, и так далее. И дымы уже начинают работать. Вот. Второе правило. Если вы играете против такой сборки, но вы же не знаете, играете вы против такой сборки или нет. Поэтому всегда считайте так, что такая сборка там у кого-нибудь есть. Сразу же ищите укрытие. Да? От быстрого засвета вам надо уклоняться. Нужно стараться сбивать вертолеты, которые летят на быстрый засвет. Нужно свой корабль направлять сразу же в какое-то укрытие. Ни в коем разе не лезьте сразу на открытую воду куда-то. Да и вообще сейчас на открытую воду это сейчас еще актуальнее стало. Не лезть на открытую воду. По той простой причине, что все это вооружение, оно самонаводящееся, оно не пролетит мимо. Если РБУ 2500 на 7 километрах, ну, как бы, ну, попадет, может быть, там 1/5 всех этих самых реактивных бомб в вас, то здесь в вас попадет все. И урон будет большой и очень болезненный. Поэтому никакой открытой воды. Сразу же укрытие. И не давайте себя засветить первыми. Пытайтесь пересветить противника, засветить его раньше, сбить его вертолеты, если у вас есть такая возможность. Да, это тоже актуальный момент. То есть, играя за такую, ну как за, играя с такой сборкой, вам нужен быстрый засвет и быстрая, максимально быстрая реализация. Если вы играете против такой сборки, если вы играете на классической, там, артиллерийской, у вас там РБУ 2500, у вас там Л-52 и вот это вот все, и вообще у вас басистый, то первое — ныкайтесь, второе — затягивайте бой, третье — сближайтесь. Да, этот элемент, он сейчас в игре будет закрепляться. Да, вот он постепенно уже набирает обороты. Я уже вижу 126-х на фул этих там VX3 и как их там, Детерейнах, и как он, 071 туда же, и что только нет. Уже я сам играл на Петре, и уже даже вот на Варяге, и посмотрите, какие результаты. Даже Бахия на сборке такой, она может навалять «мама, не горю», если вы прошляпите момент, если вы окажетесь на открытой воде далеко от нее. Она вам так влепит, что мало не покажется. Поэтому считайте с тем, что этот элемент, он игру будет менять. Подстраивайтесь под него. Кстати, у меня тоже сейчас были Х-90, но я не покупал этот БП, я не знаю, я зашел в игру на свой аккаунт, а там этот самый прем, ну, как он, прем-часть, или как он называется, там, премиальный он, или какой там VIP, он весь у меня открыт. Не знаю, возможно, разработчики куда-то ткнули не в ту кнопку, но окей, я не против, я лично не возражаю. Есть возможность продемонстрировать вам со своего аккаунта, не надо на пресс лезть. Как-то вот так вот. Пока, конечно, эта информация довольно предварительная, потому что, как я уже сказал, всему нужна проверка временем. То есть надо недельки 3, а может быть месяц, еще вот это все покатать, пощупать, чтобы окончательно сделать какие-то выводы. Но сейчас, даже корабли, от которых вы не ждете, да, то есть Бахия, Варяг, там, они же не славятся большим уроном. Они могут вам пол-лица оторвать спокойно, если вы прошляпите момент. Учитывайте это. Бой был сыгран на такой сборке. Х-90, Crusader VS-3, Каманч использовался как вертолет, ПВО Гарпун плюс Алка плюс Талосы, корабль Варяг.
Думайте головой, играйте руками. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.